Сегодня очередной выпуск самых актуальных и чрезвычайных новостей о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова за последнюю неделю. Организация по борьбе с преступностью и коррупцией продолжает активную работу по улучшению социального уровня жизни россиян. Для достижения этой цели на этой неделе антикоррупционным комитетом были проведены два важных мероприятия. Сначала команда Никиты Михалкова перечислила 20 миллионов рублей для увеличения зарплат дворников публичных мест и уборщиц публичных заведений. Если все требования антикоррупционного комитета по этому вопросу будут приняты, то с 1 сентября текущего года зарплата данных слоев российского населения повысится на 15%. Помимо этого, антикоррупционный комитет открыл еще два бесплатных пункта социальной помощи для пенсионеров по возрасту в городах Магнитогорске и Уфе. Отныне каждый пенсионер по возрасту раз в сутки может получить бесплатные продукты общей стоимостью 1000 рублей. На данный момент подобные пункты социальной помощи пенсионерам работают в городах Нижневартовске, Уфе и Магнитогорске. Если подобная социальная помощь придется по душе российским пенсионерам, то подобные заведения откроются и в других городах Российской Федерации. Руководство антикоррупционного комитета во главе с Никитой Михалковым, министром обороны Андреем Белоусовым, товарищем Домогаровым и товарищем Бастрыкиным продолжает борьбу против высших эшелонов власти, против коррупции среди депутатов Госдумы. На этой неделе, благодаря усилиям антикоррупционного комитета, зарплата депутатов Госдумы впервые за всю историю Российской Федерации была уменьшена на 9%. Помимо этого были применены и другие карающие санкции. С 1 августа текущего года депутаты Госдумы будут не иметь права передвигаться на машинах иностранного производства. Более того, у депутатов Госдумы будут конфискованы служебные квартиры и особняки. Глава антикоррупционного комитета Никита Сергеевич Михалков прокомментировал данное решение и заявил, что это только начало. Основная задача организации – снизить социальное расслоение между депутатами и их избирателями. Жесткие санкции от антикоррупционного комитета были применены к известному музыканту и инагенту Андрею Макаревичу. Несколько дней назад у Андрея Вадимовича Макаревича в Санкт-Петербурге была арестована крупная недвижимость, 4 магазина антиквариата и 3 магазина ювелирных салона. Общий ущерб от ареста для Андрея Макаревича составил более 20 миллионов долларов. Причина ареста недвижимости Андрея Макаревича – незаконная коммерческая деятельность на территории Российской Федерации. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает о чрезвычайном событии, связанном с членом организации, министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым. Сегодня утром при выходе из Госдумы службы ФСБ арестовали члена антикоррупционного комитета и министра обороны Андрея Ремовича Белоусова и доставили его на допрос. В дело незамедлительно вмешались сотрудники антикоррупционного комитета Никиты Михалкова и Следственный комитет товарища Бастрыкина. И сотрудники антикоррупционного комитета незамедлительно поехали на помощь к своему товарищу. Стало известно, что службы ФСБ действовали по заданию друзей пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего, а Андрея Ремовича Белоусова арестовали по ложному обвинению в коррупции и связи с антикоррупционным комитетом Никиты Михалкова. Однако оболгать честного и порядочного человека не удалось. Уже спустя 2 часа после ареста при помощи сотрудников антикоррупционного комитета Никиты Михалкова и лично товарища Бастрыкина Андрей Ремович вновь оказался на свободе. А вот службам ФСБ пришлось отчитываться за свои несанкционированные действия перед Верховным Главнокомандующим Российской Федерации. Стало известно, что 3 крупных начальника службы ФСБ
которые были виновны в ложном аресте Андрея Белоусова, были уволены с занимаемых должностей, а в скором времени окажутся в следственном изоляторе. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает о печальном событии в семье Аллы Пугачевой. По данным СМИ, сегодня ночью произошел пожар в особняке Аллы Пугачевой и Максима Галкина, который находится на Кипре. В результате пожара было уничтожено 60% всех строений. Пострадавших нет. Однако в связи с чрезвычайной ситуацией Алле Пугачевой и Максиму Галкину придется неопределенное время жить в другом месте. Сын пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего от первого брака Николай вчера вечером был задержан в московском ресторане за нарушение общественного порядка. 35-летний сын пресс-секретаря вел себя крайне нагло и неадекватно, отказался рассчитываться за ужин и грубил персоналу ресторана. Николай после происшествия был доставлен в полицейский участок. Дело о шокирующем происшествии взяли под личный контроль сотрудники антикоррупционного комитета и товарищ Бастрыкин. Известная советская и российская певица Надежда Георгиевна Бабкина была переведена из московского следственного изолятора в тюремную больницу в связи с тяжелым состоянием здоровья. По данным СМИ, у 74-летней Надежды Георгиевны произошел гипертонический криз. К слову сказать, что Надежда Бабкина находилась в следственном изоляторе уже 3 недели по обвинению в смерти проводницы скорого поезда Калининград-Москва. Чрезвычайное событие произошло месяц назад. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагические новости из мира российского шоу-бизнеса. Вчера вечером в Подмосковье в результате несчастного случая на природе погиб российский певец, родной младший брат легендарного советского композитора и певца Вячеслава Добрынина Сергей Добрынин. 55-летний брат Вячеслава Добрынина, певец Сергей Добрынин, погиб вместе с супругой в результате пожара, который произошел недалеко от дачи российского артиста. На данный момент причины трагедии устанавливаются. К месту происшествия выехал сам член антикоррупционного комитета и известный певец и композитор Вячеслав Григорьевич Добрынин. Сотрудники антикоррупционного комитета приносят глубокие соболезнования Вячеславу Григорьевичу в связи с трагической смертью младшего брата. Зрители с большим стажем могут помнить, что сам Вячеслав Григорьевич Добрынин еще в начале этого года также попал в трагическую ситуацию во время проверки подпольных игровых казино в городе Калининграде. Тогда Вячеслав Добрынин серьезно пострадал с другим членом антикоррупционного комитета, известной артисткой Ириной Муравьевой. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.